Эта история, от которой даже спустя годы стынет кровь в жилах, произошла в глухих лесах Брянской области ровно 20 лет назад. Зимы в ту пору стояли настоящие, суровые, не чета нынешним слякотным сезоном. Снега наваливало по пояс, а морозы трещали так, что вековые ели в ночной тишине стреляли, словно пушечная канонада, осыпая серебряный иней с тяжелых лап. На дворе стоял конец января, самое глухое темное время года. День, начавшийся со слепительного, но холодного солнца, играющего на искрящемся Насте, уже клонился к вечеру. Лес, еще час назад прозрачный и золотистый, стремительно наливался синевой. Тени от деревьев удлинялись, сплетались в причудливые узоры, предвещая скорое наступление ночи. Лесничий Степаныч, крепкий мужик с обветренным до красноты лицом и густой бородой, в которой путались ледяные крошки, заканчивал свой обход. Он стоял на пороге своей заимки, небольшого, но крепко сбитого сруба, затерянного в самой чаще. Изнутри тянуло теплом остывающей печи, запахом сушеных трав и старого овчинного тулупа. Здравый смысл и многолетний опыт подсказывали: оставайся. Пережди ночь здесь в безопасности, под уютный треск поленьев и свист вьюги в печной трубе. Лес ночью не прощает ошибок, даже таким бывалым людям, как он. Но Степаныч решительно поправил шапку и проверил лямки рюкзака. Сегодня он не мог остаться. Там, в деревне, за 4 версты отсюда, его ждала Маша. У его жены, верной спутницы всей его жизни, сегодня был день рождения. Он представлял, как она хлопочет у накрытого стола, поглядывает на старенькие ходики на стене и прислушивается к каждому шороху за окном. Не прийти было нельзя, он обещал. А слово Степаныча в округе знали, оно было крепче дубового сука. «Ну, с Богом!» — выдохнул лесничий, и густое облако пара мгновенно растворилось в морозном воздухе. Он шагнул на тропу. Лыжи он оставил в зимовье, наст за последние дни встал крепкий, держал хорошо, да идти по утоптанной лесной стежке было сподручнее пешком. За плечом привычно давила лямка старенького ружья, тульской одностволки, с которой он не расставался уже лет 15. Степаныч почти не использовал его по прямому назначению. Лес он любил, зверя берег, считая себя хозяином, а не убийцей, а оружие носил скорее по привычке, да для острастки залетных браконьеров. Мороз крепчал с каждой минутой. Воздух стал плотным, звонким и настолько студеным, что при каждом глубоком вдохе ноздри слипались, а легкие обжигало холодом. Но Степаныч, привычный к суровому климату, шел бодро размашистым шагом. Лес вокруг стоял величественный и безмолвный. Огромные ели, укутанные в пышные снежные шубы, нависали над тропой, создавая подобие сказочного, но мрачного тоннеля. Где-то вдалеке гулко ухнул филин, и снова тишина сомкнулась, нарушаемая лишь ритмичным скрипом валенок. Хрусть, 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 хрусть. Пока он шел, мысли его невольно вернулись ко вчерашнему дню. Проходя через урочище Мелколесье, он заметил характерные следы на снегу. Для городского жителя это были бы просто невнятные вмятины, но опытный глаз лесника прочитал их как открытую книгу. Здесь прошла стая. Волки – звери умные, хитрые до жути. Они шли след в след, ступая мягко, аккуратно, так что казалось, будто прошел один крупный зверь. Но Степаныч разглядел, как чуть разошлись отпечатки на повороте. Их было много, не меньше 7 голов. Целая семья. Только бы не встретиться, подумал тогда Степаныч, сплюнув через плечо. Тем временем стемнело окончательно. На небо величаво выкатилась полная бледнолицая луна, залив лес призрачным мертвенным светом.
Звезды высыпали так густо, словно кто-то рассыпал по черному бархату горсть алмазов. И тут лесничего охватила тревога. То самое липкое, животное чувство взгляда в спину, от которого мурашки бегут по лопаткам даже под теплым тулупом. Лес, казавшийся спящим, вдруг изменился. Тишина перестала быть мирной, она стала напряженной, звенящей. Степаныч замедлил шаг, а потом и вовсе остановился. Он прислушался. Хруст. Едва слышный, осторожный, но чужой. Он вгляделся в темноту впереди. Метрах в 50 в густой тени под разлапистой елью вспыхнули два зеленых огонька. Они не мигали. Они смотрели прямо на него холодно и оценивающе. «Собака?» — мелькнула шальная мысль. «Откуда здесь собака?» Степаныч медленно повернул голову влево. Еще пара глаз, светящихся тусклым фосфорическим светом. Справа еще одна пара. Он резко оглянулся. Позади на той самой тропе, по которой он только что прошел, тоже горели глаза, отрезая путь к отступлению. «Ах ты ж, ядреный корень!» – прошептал он побелевшими губами. «Обложили, как есть, обложили». Это были они, те самые волки, голодные, зимние, не знающие жалости. Рука сама потянулась к плечу, снимая ружье. Пальцы в толстой варежке не слушались. Но разум тут же охладил пыл. Одностволка, один заряд. Ну, положишь одного, а остальные, пока будешь перезаряжать дрожащими руками, разорвут. Волки молча сжимали кольцо. Они не рычали, не скалились, просто уверенно приближались, зная свою силу. Спасение было только одно. Прямо над тропой возвышалась старая мощная сосна. Ее ствол шершавый, покрытый толстой корой, уходил ввысь. Степаныч, забыв про возраст, про тяжелый тулуп и неуклюжие валенки, рванул к дереву. Он подпрыгнул, обхватил ствол руками и ногами и, кряхтя от натуги, пополз вверх с прытью молодого парня. Едва он ухватился за нижний крепкий сук и подтянул ноги, как внизу клацнули зубы. Вожак стаи, огромный лобастый зверь, в прыжке попытался ухватить его за валенок, но опоздал всего на мгновение. Степаныч устроился на ветке метрах в 3 над землей, пытаясь унять бешеное сердцебиение. Вся стая собралась внизу. 7 зверей кружили вокруг сосны, нюхали ствол, глядели вверх голодными глазами. «Что, не достали?» — хрипло крикнул лесник, чувствуя, как дрожит голос. «Не достанете, черти серые!» Он начал в ярости ломать сухие сучья и кидать их в волков. Те отскакивали, огрызались, но не уходили. Тогда Степаныч, отчаявшись, выстрелил в воздух. Грохот разорвал тишину, волки шарахнулись в стороны, но далеко не ушли. Лесник пошарил по карманам в поисках патрона и похолодел. Патронтаж остался в рюкзаке, который он в спешке бросил внизу у корней. Ружье стало бесполезной палкой. В сердцах он размахнулся и швырнул тяжелую одностволку прямо в стаю. Удар приклада пришелся кому-то по боку. Волки метнулись в чащу и затихли. Но Степаныч знал, они рядом. Они где-то там, в тени, ждут, когда он ослабеет и свалится сам. Потянулись долгие мучительные часы. Адреналин, бурливший в крови, начал отступать, и на его место пришел холод. Настоящий жестокий мороз. Лесник сидел, крепко обняв ствол, и чувствовал, как стужа пробирается под одежду, кусает пальцы, сковывает тело ледяным панцирем. Ноги в валенках перестали чувствоваться почти сразу. Самым страшным врагом стал сон. Теплая предательская дремота наваливалась на плечи, шептала, что можно закрыть глаза всего на минутку. Не спать. Он бил себя ладонями по щекам. Нельзя спать, Степан. Он думал о Маше. Она сейчас накрыла на стол, ждет его, подходит к окну. У нее больное сердце, врач запретил ей волноваться. А он тут сидит на сосне, как загнанный зверь.
Я должен дойти. Ради нее», — твердил он как заклинание. Образ жены, ее теплых рук и добрых глаз держал его сознание на плаву, не давая провалиться в смертельный вечный сон. Он начал тихо напевать какую-то песенку, лишь бы мозг работал, лишь бы не молчать. Прошло часа 3, которые показались вечностью. Луна начала клониться к западу. Степаныч заметил, что внизу подозрительно тихо. Он вгляделся в темноту до рези в глазах. Зеленых огоньков не было. От дерева вглубь леса уходила глубокая борозда следов. «Ушли!» Выдохнул он с надеждой, не веря своим глазам. «Ушли, проклятые! След вслед ушли!» Видимо, волки поняли, что добыча недосягаема, или нашли кого-то более доступного. А может, запах сгоревшего пороха и удар железной птицы все-таки сбили их с толку. Степаныч попытался пошевелиться, но тело отказалось повиноваться. С огромным трудом, превозмогая острую боль в застывших суставах, он начал спуск. Он буквально отдирал себя от дерева. Когда ноги коснулись снега, они просто подкосились. Он упал в сугроб и лежал несколько минут, боясь, что сейчас снова услышит рычание. Но лес молчал. Кое-как поднявшись, он нашел в снегу свое ружье, подцепил задубевшими пальцами лямку рюкзака и, шатаясь как пьяный, побрел к опушке. Каждый шаг давался с боем, ноги казались деревянными ходулями. Когда он вышел из леса, на поле уже светало. Небо на востоке окрасилось в нежно-розовый цвет, над землей стелился морозный туман. Деревня еще спала, дома стояли темные, укрытые снегом. И только в одном окне на самом краю деревни горел свет. Это был его дом. Степаныч, уже не чувствуя усталости, ведомый одной лишь любовью, поднялся на крыльцо. Он с трудом толкнул незапертую дверь. Тепло натопленной пупа избы и запах пирогов ударили в лицо, вышибая слезу. Маша вскочила с табуретки навстречу, бледная, с заплаканными глазами. Она не спала всю ночь, чувствуя беду. «Живой», — только и смогла прошептать она, прижимая руки к груди. Степаныч прислонил ледяное ружье к стене, шагнул к ней и крепко обнял, чувствуя, как оттаивает его замерзшая душа. «С днем рождения, родная! Прости, что задержался. Дела были в лесу». Он знал, что никогда не забудет эту ночь, и волки, ушедшие в чащу, тоже наверняка запомнят того странного человека, который оказался крепче дерева, на котором спасался.